Всем привет! Вы на канале World of Money, мир банкнот, с вами Артур. Сегодня хочу поделиться с вами своим очередным пополнением. Вот эти банкноты сегодня пополнили мою коллекцию. Это банкноты ЮАР, Южноафриканской Республики. Банкноты ЮАР очень красивые и интересные. Очень хорошая тема для коллекционирования. Они мне тоже интересны, но это не моя основная тема, и я не особо пока пополняюсь по этой тематике, но иногда попадаются интересные банкноты. По интересной цене беру себе в коллекцию. В своих обзорах я вам показывал эти пополнения. Такие эти банкноты, они совершенно случайно попались мне на нашей местной барахолке. Мне их предложил продавец, когда показывал новинки, которые у него есть. Мое внимание привлекло то, что они у него были набором 4 банкноты. Номиналы подряд, практически одного выпуска, как мне казалось. Но на самом деле не совсем так, хотя это не критично. Самое примечательное то, что я их приобрел по очень-очень интересной цене, которую озвучу вам несколько позже. А сейчас рассмотрим эти банкноты по отдельности. Итак, первая банкнота ЮАР 1 ранд 1973-75 годов печати. Недатированный выпуск 1973-94 годов. В 1973 году были выпущены две практически одинаковые банкноты номиналом в 1 ранд, которые отличались тем, что на одной банкноте название банка-эмитента было напечатано вверху на английском, внизу на языке африкаанс. Один из германских языков до начала 20 века считался диалектом нидерландского и является одним из 11 официальных языков Южноафриканской Республики. А на второй банкноте название поменяли местами. Вверху название на африкаанс, внизу на английском. По каталогу Пика Краузе они определяются под номером 115 и 116. Лицевая сторона. Ян ван Рибек. Полное имя Йохан Антонисзон ван Рибек. Годы жизни 1619-1677. Нидерландский колониальный администратор и мореход. Основатель города Кейптауна. Второго по численности населения города Южноафриканской Республики. В центре цветок протеи, род артишоковых, является национальным символом Южноафриканской Республики. Название банка-эмитента напечатано вверху на английском, внизу на языке африкаанс. Водяной знак – портрет Рибека. Оборотная сторона. Красивый сельскохозяйственный пейзаж. 2 барана и плуг на кукурузном поле на фоне гор. Также растения, овощи и фрукты. По каталогу Пика банкнота определена под номером 115. Имеются две разновидности. Первая А. Водяной знак голова газели, печать 1973 года. Вторая Б. Водяной знак портрет Рибека, печать 1975 года. У меня вторая разновидность с индексом Б. Размер банкноты 120 на 57 мм. Цена такой банкноты на российских торговых площадках в состоянии uncirculated или прайс 600-700 рублей. Следующая банкнота. 2 ранда 1974-76 годов. Тот же недатированный выпуск 73-94 годов. Лицевая сторона. Также портрет Яна ван Рибека. В центре виноградная лоза с листьями. Название банка-эмитента напечатано вверху на языке африкаанс, внизу на английском. Водяной знак портрет Рибека. Оборотная сторона. Плотина ГЭС Гарриет, построенная в 1971 году. И водохранилище Хендрик Фервуд на реке Оранжевой в ЮАР. Также видим опоры ЛЭП, линии высоковольтной передачи. В левом верхнем углу, где обозначен номинал, початок кукурузы. По каталогу Пика банкнота определена под номером 117. Имеются две разновидности. Первая А. Водяной знак голова газели, была напечатана в 1974 году. Вторая Б. Водяной знак портрет Рибека, напечатана в 1976 году. У меня вторая разновидность с индексом Б. Размер банкноты 127 на 63 мм. Цена такой банкноты в состоянии uncirculated 550-900 рублей.
Следующая банкнота 5 ранд 1966-76 годов. Это недатированный выпуск 1966-1975 годов. В этом выпуске было выпущено 3 номинала 1, 5 и 10 ранд, по 2 типа каждого. Отличались они по порядку печати названия банка-эмитента на 2 языках, английском и африкаанс. Лицевая сторона. Тот же портрет Яна ван Рибека. В центре памятник Вортрекеру. Гранитное сооружение расположено на вершине холма и было воздвигнуто в память о Вортрекерах. Вортрекер в переводе «Великий трек» – переселение потомков голландских колонистов в центральные районы Южной Африки. Памятник был открыт 16 декабря 1949 года. У подножия холма дорога, посреди деревьев, на дороге крытые повозки, запряженные скотом и сопровождающий этот караван человек. Название банка-эмитента напечатано в 2 строки, вверху на английском, внизу на языке африкаанс. Водяной знак, портрет Рибека. Оборотная сторона. Современные градирни, электростанции и городок. Градирни – это холодильные установки в виде башен, служащие для охлаждения горячей воды в паровых установках. Также изображены паровоз с вагонами, груженными рудой, шахтные постройки и дымовые трубы. По каталогу Пика банкнота определена под номером 111. Имеются 3 разновидности. Первая – А. Подпись вариант 4, водяной знак голова газели. Напечатана в 1966 году. Вторая – Б. Подпись вариант 5, водяной знак голова газели. Печать 1967-74 годов. И третья – С. Подпись вариант 5, водяной знак портрет Рибека. Печать 75-76 годов. У меня третий вариант с индексом С. Размер банкноты 134 на 68 мм. Что касается цены, то я не нашел такую банкноту, но была похожая с каталожным номером 112С по стоимости 2000 рублей. Следующая и последняя банкнота 10 ранд 1966-76 годов. Тот же недатированный выпуск 66-75 годов. Лицевая сторона. Также портрет Яна ван Рибека. В центре Кейптаунская ратуша, большое эдвардианское здание в центре Кейптауна, построенное в 1905 году. В нижней правой части изображена газель. Название банка-эмитента напечатано вверху на английском, внизу на языке африкаанс. Водяной знак портрет Рибека. Оборотная сторона. Очень шикарная. 3 парусных корабля. Дрейгер, Де Дромедарис и Де Гёде Хоп, на которых Ян ван Рибек прибыл в Столовую бухту, где позже была основана Капская колония, первая голландская переселенческая колония в Южной Африке. Вдалеке вид на мыс Доброй Надежды, самую южную точку Африки и Столовую гору. Столовая гора, по-английски Table Mountain. Гора расположена севернее мыса Доброй Надежды и к юго-западу от центральной части Кейптауна. Одна из визитных карточек города. Официально признана одним из 7 новых чудес природы. Высота горы 1085 метров над уровнем моря. Платообразная вершина послужила названием для самой горы. По каталогу Пика банкнота определена под номером 113. Также имеются 3 разновидности. Первая А. Подпись вариант 4, водяной знак голова газели 66 года печати. Вторая Б. Вариант. Подпись вариант 5, водяной знак голова газели. Печать 67-74 годов. Третья С. Подпись вариант 5, водяной знак портрет Рибека. Печать 75-76 годов. У меня третья с индексом С. Размер банкноты 140 на 75 мм. Цена на такую банкноту в состоянии Uncirculated 2-3 тысячи рублей. Все представленные банкноты без ультрафиолетовой защиты. Купил я все эти банкноты, весь этот набор, за 1500 рублей. Даже если посчитать все эти номиналы по нынешним минимальным ценам, получается больше 5000 рублей. Я считаю, это очень удачная и хорошая покупка. Поэтому, друзья, если в вашем городе есть что-то вроде барахолки, то не брезгуйте и не проходите мимо. Ведь там вас могут ждать очень хорошие, интересные штучки по очень интересным ценам. На этом этот обзор подошел к концу. Всем большое спасибо за просмотр.
Буду вам очень признателен за оценку и комментарии, а также за подписку на мой канал. Также не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие выпуски. Впереди много интересного. Всем желаю здоровья, добра, мира и успешных пополнений. До новых встреч!